Всем привет! Вы на канале MAF Инструкции. В этом видео я покажу, как отменить или ускорить зависшую транзакцию эфира на примере кошелька MetaMask. Суть метода заключается в оплате двойной комиссии. Он подходит как для эфира, так и для токенов. Существует два способа отменить или ускорить транзакцию. Первый способ простой, работает только в MetaMask, и его лучше использовать только для ускорения транзакции. Второй способ чуть сложнее, но с его помощью можно как отменить, так и ускорить транзакцию. Плюс он работает и в других эфировских кошельках. Рассмотрим простой способ. Недавно я отправил эфир на другой кошелек, а транзакция до сих пор не подтверждена. Открываю ее на сайте Etherscan. На нем можно посмотреть статус любой транзакции блокчейна Ethereum. У моей транзакции в строке статус написано Pending. Это означает, что транзакция зависла. Такое случается, если выставить слишком низкую комиссию или если транзакций в сети стало очень много. Мы не знаем, сколько точно ждать, но на обработку может уйти от нескольких часов до нескольких дней. Чтобы отменить или ускорить зависшую транзакцию, нужно заменить ее другой транзакцией с большим размером комиссии. Перехожу во вкладку Activity. В очереди указана зависшая транзакция и две кнопки «Ускорить» и «Отмена». Если мы нажмем на отмену, то увидим предупреждение о том, что такой способ не гарантирует, что транзакцию получится отменить. Суть в том, что при такой отмене мы не можем вручную задать размер комиссии. MetaMask выставляет ее автоматически. Эта комиссия может оказаться слишком низкой. Поэтому может получиться так, что вы будете долго, от нескольких часов до нескольких дней, ждать ее отмены. Либо отмены транзакции не будет совсем. В общем, этот метод не решает нашу проблему, поэтому мы его не используем. Но таким способом можно ускорить транзакцию. Если нажать на «Ускорить», то мы увидим, что здесь можно задать размер комиссии. Его можно выбрать из тех, которые предлагает сам MetaMask, или ввести комиссию вручную. Для этого нажимаем на «Продвинутый». Чтобы выбрать комиссию, захожу на отдельную страницу сайта Etherscan, на которой указаны актуальные размеры комиссии в данный момент. Страница называется Gas Tracker, ссылка есть в описании. На странице есть три варианта комиссии, для каждой написано примерное время, которое займет такая транзакция. Например, в данном случае, если я хочу, чтобы транзакция подтвердилась за 30 секунд, мне нужно выставить 112 гвей. А если меня устроит и 16 минут, то 53 гвей. Я хочу, чтобы транзакция прошла как можно быстрее, поэтому указываю 112 гвей и нажимаю «Сохранить». Перехожу на Etherscan, чтобы посмотреть статус транзакции и жду ее подтверждения. Транзакция подтверждена. Проверяю баланс. Эфир списался с кошелька отправителя и зачислился на кошелек получателя. Теперь рассмотрим способ посложнее. У меня все та же проблема. Я отправил эфир с одного кошелька на другой, транзакция ушла в сеть. Перехожу на сайт Etherscan для проверки транзакции. В строке статус написано Pending, то есть транзакция зависла. Листаю в самый низ и открываю дополнительную информацию по транзакции. Нас интересует строка Nonce, в которой указано число. Чтобы заменить зависшую транзакцию новой, нужно, чтобы число Nonce у новой транзакции было таким же, как и у старой. В данном случае в строке Nonce написано число 12, у вас оно скорее всего будет другим. Запоминаю это число, оно мне скоро понадобится. Если вы используете только MetaMask, то Nonce можно посмотреть, если во вкладке Activity нажать на зависшую транзакцию. Откроются настройки, и Nonce число будет написано в первой же строке. Если вы используете другие кошельки, то Nonce число всегда можно посмотреть на Etherscan. В MetaMask нажимаю на иконку профиля и открываю настройки. Выбираю «Продвинутый». Листаю настройки до вот этого пункта Customize Transaction Nonce. В отличие от предыдущих пунктов, его название не переведено на русский язык. Переключаю слайдер, чтобы включить эту настройку. Теперь мы можем вручную задавать Nonce число для транзакций в MetaMask. Выхожу из настроек. Сейчас мне нужно создать новую транзакцию для замены зависшей. Нажимаю «Отправить». Если мы хотим отменить транзакцию, то в строке «Сумма» вводим 0. Адрес отправки не важен, потому что мы ничего не отправляем. Например, можно указать свой же адрес. Если мы хотим заменить транзакцию, то вводим сумму и адрес, на который хотим отправить средства. В этом примере я хочу отменить транзакцию, поэтому ввожу 0 и указываю свой адрес для отправки. Захожу на страницу с комиссиями на сайте Etherscan. Обновляю ее после предыдущего использования, чтобы получить актуальные цифры. Смотрю максимальные и минимальные размеры комиссий и выбираю цену газа в этих пределах. Я поставлю комиссию в 78 гвей, чтобы транзакция подтвердилась как можно скорее. Нажимаю «Сохранить» и далее. В окне подтверждения транзакции появляется пункт Custom Nonce.
Именно его мы только что включили в настройках. В нем пишем nonce число зависшей транзакции, в моем случае 12. Нажимаю «Подтвердить» и перехожу на сайт Etherscan для проверки статуса транзакции. Жду подтверждения. В строке «Статус» появилась зеленая плашка Success. Это означает, что транзакция успешно прошла. Открываю зависшую транзакцию, обновляю страницу. И вижу, что в строке «Статус» написано Dropped and Replaced, то есть транзакция была отменена и заменена другой. Открываю MetaMask и проверяю баланс. Эфир остался в кошельке, во вкладке Activity нет активных транзакций. Все получилось. Этот способ работает не только в MetaMask, но и в некоторых других кошельках с возможностью ручного ввода nonce числа. Например, на нашем канале есть видеоинструкция по отмене транзакции аналогичным способом при помощи кошелька MyEtherWallet. Ссылка на видео есть в описании. Полный список кошельков с возможностью ручного ввода nonce числа вы видите на экране. Также вы можете найти его в описании видео. Итак, мы только что ускорили и отменили транзакцию на блокчейне Ethereum двумя разными способами. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.